по данной теме, по судьбе. Занятие 5. Роль силы и действий. С одной стороны, в основе мы рассмотрим достаточно простую и известную формулу, что результат – это объем и качество затраченных или вложенных усилий. А с другой стороны, как и по целям, ее нужно расшифровать и для себя увидеть, какой нужно выполнить объем работы, чтобы эта формула стала реальной в жизни, чтобы человек мог ей следовать. Потому что эти вопросы, они тоже не на поверхности. Ну, предположим, что может заблокировать действие? Да что угодно, список из десятков тысяч слов. Лень, страх, обида, сомнение, неверие, переживание, страдания. Сил нет, устал, разочаровался. Ненавижу. Правильно? Что угодно. Да, поэтому желательно понимать, что действие в конечном итоге становится эффективным, когда человек освобождается от приличной части, желательно, конечно, от всех негативных программ, но, по крайней мере, от приличной части этих негативных программ. По крайней мере, в такой мере, в таком объеме, что они уже не мешают действовать эффективно, с достаточными усилиями воли. А пока эти программы присутствуют, они ограничивают человека и не позволяют ему действовать. Особенно там, где нужно что-то новое. Вот изменение судьбы, человек идет по той дороге, по которой он еще не ходил. И сегодня идет по дороге, по которой не ходил, и завтра идет по дороге, по которой не ходил, и послезавтра. Колея это, как всю жизнь по одной и той же дороге. Дом, работа, быт, дом, работа, быт, дом, работа, быт. Оп, что-то все постарели. Дом, работа, быт. Уж что болезни стало больше. А изменение судьбы человек идет по новому маршруту. По тому, по которому он не ходил. Новая работа, там, перестройка взаимоотношений, даже если люди те же, по-другому, чтобы это было. Да, чтобы это было лучше. Меньше проблем, больше радости, больше света, красоты, благородства и всего остального. И для этого необходимо, чтобы не было помех и было достаточно мотивов, сил, энергии для действий. В целом, да, если брать изменение судьбы, основное, да, это знание, еще выбирать. Если знаний нет, выбирать нечего. Да. Вера, на что ты претендуешь. Цели, из всего, что возможно, нужно определиться, куда именно я иду. Вот планочка моя такая, а куда именно я иду на этом уровне? Да, цели, планы, как я к этому приду. А дальше действия. И они должны быть эффективными. То есть человеку ты наметил путь, его нужно пройти. И не просто пройти, а так, чтобы ты получаешь соответствующий результат. Если результата нет, дальше не двинешься. На следующую ступень нельзя перейти, если не выполнены условия. Да, поэтому идти, получая необходимый результат. Результат на одной ступени дает право подняться на следующую. Нерешенные проблемы вот этой ступени не позволяют человеку подниматься выше. Они его привязывают, прибивают и тормозят. В целом роль действий в изменении судьбы какая? Это конечный инструмент. Все остальное – это подготовительные процедуры. Знания, тренировки, внутренние качества, они нужны для чего? Для того, чтобы в конечном итоге человек все это реализовал в жизни. Когда он реализует это в жизни, тогда он получает приз. И, собственно, если разложить, то все составляющие, они прежде всего уходят к изменениям человека, к его развитию. И если человек не способен эти показатели поднимать, то его судьба к лучшему не изменится. Да, что такое сила, мощность? Все источники на максимум. Стремление, вера, спорт, а все, что дает энергию, это все нужно поднимать. И если оно не поднимается, значит, у человека сил не хватит для того, чтобы выйти из колеи. Да, если это время номер один, дисциплина, что сказано, должно быть сделано. Точно по времени, по плану. Иначе ты подводишь, ты разрушаешь план и не идешь к цели. И выносливость. А сколько ты можешь держать ритм? Да. Точность – это тоже свойство, которое нужно нарабатывать. Точность знаний, точность реакции, точность всего, что ты делаешь, качество того, что ты делаешь. Там, где есть халтура, там неудача. Или неудача, или тяжелые последствия. И кроме этого, когда человек включается вот в такую игру,
Должна быть все-таки правильная философия. Бесполезно ждать, вот сейчас вот мой случай, я достигну успеха. Не достигнешь, судьба не изменится от разовых вливаний. Да, человек предполагает, судьба располагает. Одно из основных правил – сражайся доблестно всегда. Сразился, дошел, думаешь, приз поднял покрывало, а там пусто. Да, следующий сразился, дошел, поднял, пусто. Но с 3, 5, 10, 100 попытки ты поднимаешь занавес, а там лежит ценный приз. Ты выиграл, ты заслуживаешь повышения уровня. А тот, кто не сражается, и опыт не набирается, не наберется, и он никогда не получит приз. Он его не заслуживает. Да, потому что вялый, нетренированный и все остальное прочее. Поэтому распоряжается судьба, но что бы человек ни делал, то, что дает основания для успеха, для изменения судьбы, все делай наилучшим образом. Будь достоин.